Всем привет, всем доброе утро. На часах 8. На улице сначала было вроде бы как пасмурно, небо такое темное какое-то. Но сейчас даже появилось солнышко. Хотя мне кажется, это ненадолго, потому как такое небо, как на дождь, на снег. Но дождь, наверное, пока не предвидится, потому как на градуснике -3. Температура пойдет вверх, потому что по прогнозу плюсы. И дальше посмотрела, до конца месяца одни плюсы. Вот сидит воробей в кормушке, копается, семечки летят. Хорошо хоть один, и синички могут подлететь. А вот и друг прилетел, лесной дятел, смотрите. Вот он какой. И в этом году есть. Зеленый. Вот так вот. Курей покормили. Андрей стоит, смотрит. Наверное, стоит, чтобы вороны не подлетали. Все сделали. Синичек покормили. Голубей покормили. Вот такая наша сейчас миссия, работа. И такое наше хозяйство. Хочу поздравить тех, кто празднует сегодня, 19 числа, с праздником Святого Николая. Для меня этот праздник ассоциируется с тем, что деткам что-то ложат под подушку. Особо делать ничего сегодня не буду. Мы вчера много дел переделали. Но буду сегодня что-то готовить. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Ничего слышно не было. Все стабильно и все в городе нормально. Повторяю изо дня в день. Может быть, кто-то что-то где-то и слышит. На окраинах, в своих домах люди живут. У нас слышно ничего не было. Очень часто бывает, созваниваемся с кумовьями, говорят, вы слышали утром, так бахкало, так бахкало. Мы ничего не слышали, а они слышат, потому как в своем доме. В сегодняшнее видео добавляю рецепт, это повтор рецепта приготовления очень вкусного овсяного печенья. Готовится совершенно просто, быстро, получается вкусно и полезно. Вот еще один дятел, смотрите. Перед этим зеленый был, а это обычный, с красной головкой. Вот они все сюда прилетают. Но это дятлы ели бы сало, если бы было привязанное к быльцу. Наверное, надо привязать. Последний раз Андрей купил сдор. Не очень хороший, он рассыпается. В общем, надо купить такие хорошие куски сдора и все-таки привязывать. Смотрите, воробьев сколько. Все прилетели. А вот и дятел. Испугался. Сел на стену, вот там хотел сало поклевать. Вот и есть у меня уже снежинки. 3 штучки беленькие. И 3 бантика. Вот таких вот золотых. Хорошо, когда есть детки, которых можно попросить. Купили мне вот эти вот украшения на елочку. Я думаю, как раз их на ней и не хватает. Посмотрю. Если вдруг мало, тогда еще подкуплю. В Авроре купили. Вот, смотрите. Смотрите, насколько наряднее елочка кажется. 3 бантика и 3 снежинки добавила. И все. Красота. Конечно, если бы еще 3 бантика добавить туда вверх, еще один слева, тут справа посерединке и один вот здесь слева внизу. Ну, не знаю, если
Если попаду в Аврору, то я, конечно, не удержусь и куплю. А не попаду, значит так, красиво. Намного наряднее, очень хорошо. Вот сейчас мне очень нравится. Прям такая красивая елочка. Любуюсь. Какие банты, видите? Я что, пришла к елке, хочу показать вам, вот это мои очень любимые игрушечки. Смотрите. Их у меня две. Ангелочки. Вот такая игрушечка. И такой же ангелочек. Еще один. Не знаю, наверное, в наборе было два. Думаю, почему не три? Было бы три, еще бы один, конечно, очень хорошо посмотрелся. Но я их обожаю, вот эти. Я их всегда вешаю на елку. Ну, не красота ли? Посмотрите, какая красота. Нежность такое. Цвет красивый. Конечно, он сюда как бы все у меня в золотом, в красном. Ну, ничего. Немножко сиреневый оттенок, а так беленькие. Обожаю игрушечки эти. Ну, больше я сюда ничего такого не вешала разного. Единственное, что вот этот шарик, вот другой немножко. Эти вот, видите, вот такой, золотой, красный. И вот такие маленькие тоже золотые и красные. Вот этот немножко другой шарик. Ну, ничего. И вот здесь еще есть вот такой вот другой. А так все игрушечки одинаковые. Ой, как мне нравится эта елочка. Какая прелесть. Действительно, зачем я вешала, вы написали, мишура называется, вот те вот гирлянды, мишуру. Ну, мне так вот нравилась елка. Так она мне казалась вообще голой. Ну, разве это голая? Посмотрите, какая красотища. Немножко вот справа она мне что-то не нравится, как-то ветки. Ну, ничего. Любуюсь, пока не налюбуюсь. А еще же вот эта елочка. Помните, друзья, в прошлом году делала из фольги. Я ее сюда поставила. В прошлом году на кухне стояла, на стол ставила. Вот такая маленькая, хорошенькая елочка. Вот здесь нормально смотрится. Пусть стоит здесь. Хочу сегодня испечь вкусное, полезное овсяное печенье с яблоками и морковью. В миску я разбила одно яйцо, добавила 40 грамм сахара, щепотку соли и влила 40 миллилитров растительного масла. Все сейчас вот это нужно перемешать просто вилкой. В эту смесь теперь добавляю 100 грамм моркови, натертой на мелкой или средней терке. Всыпаю 60 грамм муки, чайную ложку разрыхлителя и 120 грамм овсяных хлопьев. Сейчас все это перемешаю и оставлю на 15 минут. Прошло 15 минут. Вот смотрите, какая масса, такая густая. Хлопья немножко набухли. Теперь я сюда добавляю ложки 3-4 изюма и натертое на средней терке крупное яблоко. Также сейчас все перемешаю. Влажными руками скатать шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом, и приплюснуть в виде лепешек. У меня получилось 11 штук. Теперь отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Время скажу позже. Печенье готово. Выпекалось оно у меня 15-20 минут при 180-190 градусах. Следите, чтобы не подгорело. Вот такое вот. Немножко, видите, у меня там вот чуть-чуть начало. Вовремя выключила. Все, печенье сейчас остынет и попробуем. Ну что, печеньки остыли. Очень даже симпатично выглядят. Будем пробовать. Сейчас я разломаю. Смотрите, оно мягкое внутри. Сверху, конечно, такое, как хрустящее. Вот корочка есть. А внутри, смотрите, вот такое вот. Пропеченное хорошо.
замечательная. Овсянка похрустывает. Очень вкусная. Не приторная. К чаю замечательно. Мне очень понравилось. Попробуйте обязательно. Сделали Бусе коробок. Залезла и вылезла. Мне кажется, ей там мало места. Мало. Узкий коробок. Узкий, да. Если бы коробок пошире. Если бы пошире, она бы залезла и там сидела бы, да. Она-то залезла, развернулась, ну вылезла. А если сделать из двух коробков, склеить два коробка, Одну сторону убрать. ну да, и два коробка склеить. Ну да, ей надо больше. Она ж-то кошка здоровая. Видишь, повернулась и пошла. А так бы, может, и сидела бы. Ладно. Хорошо. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Нигде ничего не слышно. Всем тихого дня, всем до вечера.